Всем привет! Сегодня приготовим 3 рулета из лаваша по мотивам очень популярных салатов. Это будет рулет мимоза, рулет оливье и рулет сельдь под шубой. Эти рулеты прекрасно подойдут для тех, кто хочет разнообразить свое праздничное меню. Первым приготовим рулет мимоза. Красивый, яркий и очень вкусный. Приготовление легкое и продукты самые доступные. Сначала подготовим все ингредиенты. Маринуем лук для рулета. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук перекладываем в небольшую мисочку. К нему насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем, чтобы растворились сахар и соль, и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Одну баночку сардины разминаем вилкой. Всю жидкость предварительно сливаем. 2-3 вареные морковки среднего размера трем на мелкой терке. 2-3 вареных картошки тоже трем на мелкой терке. 3 вареных яйца разделяем на желток и белок. Отдельно трем белок на мелкой терке. Точно так же трем желтки на мелкой терке. Мелко нарезаем пучок укропа. Кладем лист лаваша. Лаваш сверху смазываем майонезом. Всего для этого рецепта мне понадобилось 2 листа тонкого лаваша общим весом 200 грамм. На одну половину лаваша выкладываем подготовленную сардину. Равномерно ее распределяем по лавашу. На вторую половину рулета выкладываем тертый картофель. Точно так же распределяем его по лавашу. Картофель посыпаем измельченным укропом. Немного его солим. На сардину выкладываем маринованный лук. С лука предварительно нужно слить всю жидкость. Лаваш с начинкой заматываем в плотный рулет. Скручивать начинаем со стороны, начиненной сардиной. Этот рулет пока откладываем и на стол кладем второй лаваш. Его тоже смазываем майонезом. На одну половину лаваша выкладываем тертую морковь. Равномерно ее распределяем по всей поверхности лаваша. На вторую половину выкладываем тертый белок. Распределяем его по лавашу. Сверху всю начинку немного солим. На край лаваша с начинкой кладем первый рулет. Все сворачиваем в плотный рулет. Приготовленный рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настаиваться до момента подачи на стол. Тертые яичные желтки тоже нужно убрать. Если рулет нужен быстрее, то этот этап можно пропустить. Перед подачей рулет достаем из холодильника. Сверху смазываем его майонезом. Рулет посыпаем тертыми желтками. Желтки немного придавливаем рукой, чтобы они хорошо прилипли к рулету. Приготовленный рулет нарезаем порционными кусками и красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Рулет мимоза получился очень красивым и ярким. Он отлично смотрится на праздничном столе. Такая закуска готовится просто, и продукты самые обычные и привычные.
Вторым приготовим рулет из лаваша сельдь под шубой. Это необычная подача всем хорошо известного салата. Получается прекрасная закуска хоть на праздничный стол, хоть на каждый день. Сначала подготовим все ингредиенты. Маринуем лук для рулета. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Нарезанный лук перекладываем в небольшую мисочку. К нему насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем, чтобы растворились сахар и соль, и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Филе сельди нарезаем сначала полосками, а затем режем небольшими кубиками. Понадобится 1 соленая сельдь. Я ее предварительно почистила от внутренностей и косточек. Также можно использовать уже готовое филе сельди. Его понадобится примерно 300-400 грамм. 3 вареных яйца трем на крупной терке. Две-три вареных морковки трем на мелкой терке. Две средних свеклы тоже трем на мелкой терке. Тертую свеклу отжимаем руками от лишнего сока. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. Смазываем его сверху майонезом. Всего для рулета понадобится 2 листа тонкого лаваша общим весом примерно 200 грамм. На него выкладываем приготовленную свеклу. Равномерно распределяем ее по лавашу. Возле дальнего от себя края начинку не докладываем, чтобы потом удобнее было сворачивать рулет и начинка не выпадала. Сверху свеклу немного солим. Кладем второй лист лаваша. Смазываем его майонезом. На лаваш выкладываем тертую морковь. Равномерно распределяем ее по лавашу. Морковь тоже немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Размазываем его вилкой. Сверху выкладываем тертые яйца. Следующим слоем кладем подготовленную селедку. Выкладываем ее только на ближнюю к себе часть рулета. На селедку кладем маринованный лук. Равномерно его распределяем. Лаваш с начинкой сворачиваем в плотный рулет. Все заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник до прихода гостей или подаем сразу. Готовый рулет нарезаем порционными кусками. Красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рулет из лаваша сельдь под шубой получился очень красочным и ярким. Готовится несложно и может быть прекрасной альтернативой праздничному салату. Для приготовления такого рулета понадобятся самые обычные продукты. Третьим приготовим особенное и вкусное блюдо – рулет из лаваша под названием оливье. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления, доступность ингредиентов и, конечно же, неповторимый вкус с семенами любимого салата.
Сначала маринуем лук для начинки. Берем половину большой луковицы и нарезаем ее кубиками. Также можно использовать маленькую луковицу. Лук перекладываем в небольшую мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10 минут. Пока маринуется лук, подготовим остальные ингредиенты для начинки. Примерно 150 грамм вареной колбасы трем на крупной терке. Соленые огурцы тоже трем на крупной терке. Я взяла 3 небольших огурчика, по весу их получилось около 100 грамм. 2 вареных яйца трем на крупной терке. Две средних картофелины трем на мелкой терке. 1-2 вареных морковки точно так же, как и картофель, трем на мелкой терке. Складываем рулет. На стол кладем первый лист лаваша. Смазываем его по всей поверхности майонезом. На лаваш выкладываем тертый картофель. На картофель выкладываем подготовленную колбасу. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края, чтобы потом было удобнее свернуть рулет. Сюда же равномерно выкладываем маринованный лук, предварительно слив с него маринад. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Сверху наносим сеточку из майонеза. Кладем второй лист лаваша и немного прижимаем его руками. Этот лаваш тоже смазываем майонезом. Сверху выкладываем вареную морковь. Не забываем, что начинку немного не докладываем до края. Морковку немного солим. Следующими кладем вареные яйца. И последними раскладываем тертые огурцы. Сверху наносим сеточку из майонеза. Все сворачиваем в плотный рулет. Получившийся рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настояться на 1-2 часа. По желанию этот рулет можно подавать и сразу. Перед подачей готовый рулет вынимаем из пленки и нарезаем порционными кусками. Он прекрасно режется и не разваливается. Также такой рулет можно приготовить за день до торжества и хранить его в холодильнике. Рулет оливье получился очень красивый, а вкус, который прекрасно все знают из детства, никого не оставит равнодушным. Такой рулет отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Если вам понравились такие необычные закусочные рулеты из лаваша, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.